Война. День 138. Ситуация на фронтах. Воздух. Россияне заявляют, что сбили 239 украинских самолетов и 137 вертолетов. И ничего, что это в разы превышает весь имеющийся авиапарк Украины. Что интересно, список продолжает пополняться, хотя вроде бы вся авиация и инфраструктура была уничтожена еще в начале войны. В отместку за уничтожение складов боеприпасов россияне нанесли удар по жилому дому в населенном пункте Часов Яр, в результате чего погибли мирные жители. Восток. Харьков продолжают непрерывно обстреливать. В самом городе практически нет военных, а все удары приходятся по мирным целям, что является военным преступлением. Наступление россиян на Дементьевку на юг было остановлено, но украинские силы потеряли Веселое и Малое Веселое к северо-востоку от Харькова. Дальше на восток оказалось, что ЗСУ все еще удерживают рубежные на Северском Доне. Это важно еще и потому, что усиленная украинская артиллерия сейчас пущена в ход и сильно ощущается. Например, 8 июля был нанесен удар по поезду с припасами, который должен был войти в Волчанск с севера. Южнее, в районе Изюма, также отмечается работа украинской артиллерии. Особенно много обстрелов было зафиксировано на железнодорожных путях из России, например, Изюм, Лозовое, Александровка, Студенок. Украинцы, похоже, действительно продвинулись в лес к западу от Изюма, а бои за Придонецкое между тем продолжаются, как минимум неделю. Россияне подтянули к линии фронта новые батальонно-тактические группы, например, из 106-й дивизии ВДВ, и расширили линию фронта. Только в этом районе за последние двое суток Су-25 ВКС РФ нанесли более 50 авиаударов. На земле российская армия расширила линию фронта, атаковав Курульку, в дополнение к Краснополью до линии Богородичному. ЗСУ, похоже, снова стали удерживать только южную сторону Богородичного. Российская артиллерия ведет обстрел почти по всем направлениям. При этом их натиск идет не так хорошо. Вероятно, из-за систематического уничтожения их передовых складов боеприпасов. Вчера были сообщения, что Белогоровка таки еще удерживается Украиной. После отражения как минимум 2 атак россиян на Верхнекаменское, третьей удалось захватить восточную сторону этого села. Однако украинцы, похоже, все еще удерживают спорное, а 24-я механизированная бригада уничтожила более 10 российских танков, что попало на видео. Бахмут остается самой критической зоной. ЧВК Вагнера атакуют Веселую долину последние 2 дня. Еще одна атака на Углегорскую электростанцию и Новолуганская была отбита, хотя потрепанная 30-я механизированная бригада, кажется, была заменена 72-й, оснащенной, среди прочего, британскими БТР «Спартан». На линии разграничения российские войска предприняли новые атаки на Авдеевку и Марьинку. Все они были отбиты. Между тем, в Украину прибывает все больше М142 «Хаймарс», а также гусеничных версий М270, и их присутствие сейчас сильно бьет по технике безопасности на российских складах боеприпасов в Донецке и Луганске. На южном фланге бои продолжаются возле Угледара, Гуляйполя и Орехова. Юг. Был нанесен удар по военной части в Херсоне, в которой сейчас находятся российские войска. Сообщается, что из-под завалов доносятся крики российских военных, и это мы еще даже не начинали. 49-я армия РФ предприняла контратаку в районе Снегиревки и Давыдова Брода. На юге украинские силы пытались прорваться к Томиной балке, а в Чернобаевке был уничтожен очередной российский склад боеприпасов и скопление техники, как можно видеть на этих снимках до и после. Власти Украины призывают население покинуть область или прятаться в бомбоубежищах, ибо освобождение предполагает бои, в котором в том числе могут пострадать мирные жители. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт WarMap, карт LifeUAMap.